Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на сентябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем с вами предстоящие события. Также сделаем себе маленькие пометки, что необходимо запланировать, чтобы сентябрь прошел для вас максимально продуктивно и плодотворно. Для тех, у кого не всегда созвучны расклады по Солнцу, смотрите, анализируйте по асценденту, как рассчитать свой асцендент, если вдруг вы не знаете. Ссылочка на это видео будет в первом закрепленном мной комментарии под данным контентом. Поэтому, кому нужно, смотрите, а мы с вами приступаем. Итак, львята, как солнечные, так и асцендентные львы, что же вас ожидает в сентябре? Общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Сейчас будем открывать, смотреть, вместе читать. Расклад для вас выполняю заранее, чтобы вы могли как-то это сопоставить со своими планами, ну и, в принципе, прописать необходимые даты и необходимые дни. Итак, общая энергия месяца у вас ложится двойка жезлов. По сути, это карта поиска альтернативы. Это желание, знаете, как найти для себя лучше, потому что двойка жезлов, весь мир в ваших руках, но вам этого мало. То есть для кого-то это будет ситуация выбора в плане работы, у кого-то относительно вопросов обучения, для кого-то это выбор тренера или физических нагрузок, у кого-то альтернатива лечения, для кого-то вопросы выбора в личной жизни. Поскольку аркан у нас крайне многогранен, будем с вами смотреть и раскрывать, какой же сферы жизни в большей степени он для вас будет касаться. Так вот, восьмерка мечей говорит о ситуации осознанного отказа от чего-либо, осознанной аскезы, то есть выбор в пользу чего-то нового, лучшего и большего. Ну, с чем он сопряжен? Допустим, если вы собираетесь сбросить лишний вес, соответственно, вы понимаете, что нужно менять вопросы и режима дня, и питания, физических нагрузок. То есть здесь будет отказ от старого в пользу нового. Ситуация выбора. Осознанная аскеза, которой вы будете предаваться без тени смущения. Я не говорю, что вам это будет даваться легко, но ваши усилия однозначно здесь будут вознаграждены по достоинству. Сейчас даже посмотрим. И смотрите, дополнительный аркан, здесь десятка монет. Она говорит о ситуации, когда вы будете обеспокоены озадаченными вопросами, ситуациями нескольких семей, ну, допустим, своя собственная семьи родителей или родителей там, вашего супруга, как вариант. Опять же, если смотреть дно колоды десятка мечей, для кого-то это делать болезненный выбор. Если вы жили на два фронта, на две семьи, то это уже определяться и делать выбор, с кем вы хотите остаться, строить свою судьбу. Ну а в целом для кого-то также это анализировать, все-таки что для вас важнее в большей степени. Ну, допустим, у кого-то выбор между друзьями и семьей, у кого-то выбор между вашими хобби и акцентом на семью. Это не значит, что вы, знаете, откажетесь от этого в добровольно-принудительном порядке. Вы будете понимать и осознавать, что вы это делаете себе во благо. Если смотреть вопросы работы и карьеры, у вас здесь ложится паж чаш. Это карта приятных новостей. Это новые коллеги, которые могут быть моложе вас, то есть более юные. Соответственно, больше инициативы, движения, каких-то эмоций. И, по крайней мере, это инновации в работе, которые вы будете принимать с радостью, с легкостью, то есть то, что вас воодушевляет. Конечно же, эта карта может для вас звучать абсолютно по-разному, поэтому будем анализировать для разных социальных групп. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас работать не может. Допустим, неработающие пенсионеры, мамы в декрете, неработающие студенты или домохозяйки. У вас здесь ложится аркан суд в связке с пажом чаш. Для кого-то это выплаты на детей, а для кого-то это помощь от зрелых детей. И еще такой момент, кто-то здесь может получать небольшую монетизацию от своего творческого труда, особенно если вы что-то делаете руками. Потому что это то, что будет пользоваться спросом, это то, что вам будет давать хорошее подспорье и, по сути, знаете, вам отдушину, потому что паж чаш и суд – это как расцветать и раскрываться эмоционально. То есть выполнять объем работ, который, по сути, вас воодушевляет, и вы получаете здесь еще деньги. Ну а у кого-то это восстановить прежнюю нишу, в которой, возможно, вы работали ранее. То есть, допустим, если вы были репетитором, няней или занимались тренерской работой с детьми, то, возможно, захотите наново окунуться в эту нишу.
Если же вы у нас соискатель, туз чаш, прекрасный аркан, который говорит о ситуации радости. Почему? Потому что вы получаете наконец-то заветную работу мечты, работа, которая радует, которая дается, ну, как с легкостью, которую вы делаете с удовольствием, как следствие на работу, как на праздник. Тем более одной колоды у вас ложится здесь паж монет, это вопрос стажировки, получения новых навыков, знаний, поэтому для вас здесь карты отыгрываются в положительном ключе. Если же вы у нас наемный сотрудник по императору, карты говорят о для вас благодатной новости. Это перспективы повышения карьерного роста, ну и как следствие для вас увеличение заработной платы. И еще такой момент, если просто у вас были напряженные взаимоотношения с руководством, это может быть период, когда к вам идет какое-то расположение. То есть идет как некий период снисхождения и налаживания контактов с вами. Если смотреть ситуацию для тех, кто владеет собственным бизнесом, то у вас ложится аркан сила. Это укрепление вашего авторитета, ваших полномочий. Это новые возможности и перспективы расширения вашего бизнеса. Это чувствовать, знаете, говорю, почву под ногами, ощущаете свой ресурс, потому что это будет востребованность относительно вашей группы товаров или ваших услуг. Это заявить о себе на рынке, это изучить конъюнктуру рынка, ну и как следствие действительно добиться немалых высот. Если мы с вами посмотрим финансовую составляющую, что у вас здесь? Финансовая сторона вопроса, у вас здесь ложится аркан дурак. В первую очередь для вас это новый источник дохода, допустим, от новой услуги или новой группы товаров. Ну и, конечно же, дурак сам по себе, он часто говорит о такой полярной ситуации. Это может быть как финансовая помощь со стороны детей, так и вы финансово можете помогать здесь детям. Но в любом случае, смотрите, по рыцарю жезлов это приток денег. То есть в своей финансовой ситуации вы здесь будете довольны, потому что по рыцарю жезлов это еще не только приток денег, это траты на то, что вы хотите, это рост вашей финансовых возможностей. Если смотреть вопросы здоровья, у вас ложится рыцарь чаш. Прекрасная карта, которая говорит о прекрасном эмоциональном, ментальном, физическом самочувствии. Кстати, кто-то здесь для себя может взять на вооружение не только прием солнечных ванн, но это как больше плавать, больше взаимодействовать с водой. Вопросы поэтапного, постепенной закалки, когда вы будете, знаете, как постепенно снижать температуру воды, как следствие ополаскиваться сначала прохладной, а потом холодной. То есть вопросы оздоровления организма. И здесь у вас действительно это будет хорошо получаться. Если смотреть вопросы личной жизни по четверке монет, с одной стороны, это как бы ситуация, которая указывает, что все без изменений, без перемен. С другой стороны, она может говорить о вашем стремлении, вашем желании удержать свое, удержать позиции. Так ли это? Давайте раскроем ситуацию. Посмотрим сначала ее для тех, кто у нас свободен. У вас по башне ситуация, вот не зря карта говорит о неизменности. То есть как были свободны, так и остались. Пока на текущем этапе нет кардинальных перемен, потому что душевные травмы еще не затянуты. Вы энергетически пока не готовы к новому союзу, к новым взаимоотношениям. Если же вы в любовных треугольниках, четверка монет и девятка жезлов – это желание удержать свое. Посадить, скажем так, себе партнера на короткий поводок, вне зависимости от того, вы мужчина или женщина, и оценить перспективу вашего союза на далеко идущее будущее. То есть привязать, удержать всеми правдами и неправдами. Но вы действительно будете озадачены таким вопросом и этой ситуацией. Если же вы у нас в стабильных союзах, как для вас будет разворачиваться цепочка событий? У вас здесь аркан Луна. Это боязнь. Видите, сложная ситуация. Почему? Потому что вы сами себе нагнетаете ситуацию, сами себя наворачиваете в эмоциональном плане, накручиваете. Боязнь измены со стороны партнера или партнерши, неверности, нечестности. У вас могут быть здесь какие-то маниакальные ситуации, что на вашего партнера или партнершу кто-то здесь может претендовать. Так ли это? Семерка жезлов показывает, что на самом деле вы себе накручиваете ситуацию. По семерке жезлов, но никто не собирается вашего партнера или партнершу уводить, потому что здесь вы закрыли все свои тылы. Все, что нужно, все для этого сделали, поэтому ваше останется при вас, и вы здесь можете по этому поводу не переживать.
Если смотреть рекомендации этого месяца, семерка чаш — это не только карта мечты, карта надежды, в какой-то степени идеализма, да, то есть мечтать, планировать, внашивать идеи, желать осуществления желаемого. В вашем случае это действительно как подготовка к реализации мечты. Это ситуация, когда вы определяетесь с выбором. Это момент, когда в этом случае в связке, в совокупности карт, вы четко понимаете, чего вы хотите. И будете стремиться к достижению желаемого. Если же смотреть и анализировать с вами неожиданность периода, сейчас посмотрим, что здесь. Дом, коса, и здесь падает карта плетки. Здесь женщина. В первую очередь здесь женщина на эмоциях может все трансформировать в доме. Почему? Потому что ситуация, которая вас утомляет энергетически, потому что коса плетки — это когда вы постоянно эмоционально напряжены, нервно, знаете, как такой комок эмоций. Вы можете затеять ремонт, перестановку, переделку, элементарно там заменить текстиль или какие-то предметы декора, вычистить, загенералить, потому что у вас есть в этом эмоциональная и ментальная потребность. Дальше для кого-то на повестке дня будут стать вопросы продажи недвижимости, вне зависимости от того, жилая она или коммерческая. Будет ли это в этом случае успешно, как показывают арканы, однозначно да. Еще, помимо всего прочего, если мы будем смотреть ситуацию, это в большей степени характерно для мужчин, может идти накал страстей, выяснение взаимоотношений с вашей второй половиной, да, потому как прояснение ситуации. Но что мы здесь видим? Ключ, тучи и мужчина, то есть переживать вам здесь не имеет смысла, потому что в любом случае, даже через сложные ситуации вы найдете решение проблемы. Потому что букет, аист, гроб — это перемены, это налаживание контактов. Да, тяжело, да, сложно, но для вас это будет необходимо. Поэтому вот такой период, вот такой вот месяц. На самом деле, если мы посмотрим и оценим в целом, он для вас наиболее значим будет в сфере финансов, поэтому сделайте, пожалуйста, на это упор. Но и здесь как нужно проработать некие ситуации по вопросам личной жизни. Это то, что вам рекомендуют сделать карты. Но так, что он несет вам какие-то мега знаковые перемены, такового здесь нет. Это месяц, я говорю, подготовки почвы к каким-то глобальным свершениям. Поэтому мы и закроем вам арканы таковым образом, чтобы вы стабилизировали все те процессы, которые для вас наиболее важны и нужны. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать и напишите, как для вас отыгрался расклад и эта информация. Созвучно ли это с тем, что происходит в вашей жизни, и по сути, какие перемены за этот период произойдут. Буду благодарна вам за энергообмен, за ваш отклик. Всегда говорю вам огромное спасибо за ваши лайки, комментарии, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписались, обязательно это сделайте. И вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.